Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Здравствуйте. Синая? Да, здравствуйте. Здрасте. Садитесь. Ну, к метро, да, вам надо? Ну да, было бы неплохо. Хорошо. Сейчас доедем. Что, долго вас жду? Если вам не сложно пристегнуться. Сейчас сильно надо? Ну, вообще, да, по правилам положено. Отлично. Где же вы так долго ехали? Пробки. Самое пробочное время. Лето, туристы. Футболка у вас интересная. Прямо мячики к чемпионату. Ну, готовлюсь. Готовитесь, да? Да. За кого болеть будете? Думаю, за вас. За меня? Да. Я Ну, не... вы просто такой спортивный. Я подумала, может, вы в чемпионате участвовать будете? Ну, по футболу точно нет, потому что я не играю в футбол, к сожалению. Ну, так получилось. Я какие-то, может быть, другие игры, может быть, настольные, там какие-то домино, может быть, в карты на раздевание максимум, но футболист из меня, конечно, не алё. Не, ну другие игры тоже интересные. И настольные. Какие? Я думаю, мы могли бы... Мы с вами? Да. Я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Нет, я знаю, что сказать по этому поводу. И я найду слова, но вопрос даже интересный в плане... Вы знаете, я очень люблю настольные игры. Любите игры на столе? Да. Угу. Так. Да, при этом я, наверное, готова была бы отказаться от всей серьезной подготовки к чемпионату. То есть снять экипировку. Ну, я даже не знаю, что сказать здесь. Вот теперь я уже теряюсь по поводу вашей экипировки. Я даже вот как-то... Я сегодня целый день просто, понимаете, работаю. И у меня сегодня были в основном какие-то приезжие люди из Молдовы. Я их вез обратно на вокзал. Были какие-то люди из Мурманска, и все мужчины, и все не сильно привлекательные. Поэтому сейчас я такой был настроен опять на таких же мужчин, да, а тут я даже немножко и растерялся как-то. По-моему, я даже немножко краснею. И сквозь бороду, может, это не особо видно, но я даже как-то... Отдохнуть бы вам? Отдохнуть бы мне, это да. Правда. Это правда. Отдохнуть бы мне не помешало бы на самом деле. Но солнце ушло, за город теперь не вырвешься, а за границу я пока вот не собираюсь. Так, ну, отдохнуть можно и без солнца, в закрытом помещении. Ну, давайте, может быть, как-то сменим тему, например, я не знаю, там вот все-таки вы... За кого болеть будете по футболу, если что? Я вас смущаю? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. Так, за кого болеть будете? На самом деле сложно сейчас представить, за кого я буду болеть. Так. Мне сейчас немножко другие картины представляются. Жарко. Жарко? Немного, да. Немного? Вы действительно долго ждали, да? Ну, тогда. Ага. Да, ну вот, бывает. Скажите, как часто у вас бывает свободное время? Как часто у меня бывает свободное время? Ну, бывает, как и у всех. Я, конечно же, не живу в машине. Бывает у меня свободное время, есть.
я его посвящаю семье. Я как бы женат, и у меня как бы дети. И я все вот время, что у меня появляется, я уделяю семье. То есть это в свободное время. А сейчас, я так понимаю, вы же на работе, верно? Сейчас я на работе, да. Да. Сейчас время вы посвящаете мне. Ну, в данный момент поездки, да. Вы как? Может быть, мы растянем нашу поездку? Растянем нашу поездку. Да. И куда мы ее растянем? Немного покатаемся. Покатаемся. Обсудим настольные игры. Можем попробовать настольные игры в авто. Знаете, я вот по одной из похожих причин, во избежание всяких соблазнов, машину не тонировал, если вы обратите внимание. Она не тонированная. И ваше предложение, которое меня опять смущает сильно, оно... Я думаю, нам будет нечего стесняться. Ну, вам-то, походу, да, нечего. А я не знаю, я как бы уже не так молод, как раньше, поэтому, возможно, мне будет чего стесняться. Хотя я не комплексую, и комплексов у меня нет, но я, честно говоря, как-то вот опять вы меня из колеи выбили. Я весь день сегодня, опять же, вот как-то вот был в каком-то другом настрое. Еще и смена погоды, а сейчас я даже и... Сейчас смена настроя. А сейчас смена настроя. Ну, мне на самом деле, конечно, импонирует, что вы делаете мне такие вот какие-то вот намеки. Но я на самом деле женат. Вот как-то так. Хотя, знаете, вот это одна, наверное, все-таки из прелестей работы в такси, а может быть, единственная, в том, что одинокие мужчины, ну, мужчины разные, конечно, бывают, но все равно, да, если там более-менее быть в форме и одиноким, то можно завязать какое-нибудь приятное знакомство, мне кажется. Вот вы этому вот сейчас подтверждение. И я понимаю, что это действительно... То есть люди, которые думают, что они весь день проводят в машине, нет возможности ни с кем там пообщаться, познакомиться, вот сейчас даже вот такой яркий пример того, что на самом деле варианты всегда есть. Просто надо в это, может быть, верить. Хотя я не знаю, может быть, как раз кто ждет тому, у того не происходит, а кто возит иностранцев по городу, то ему и он не думает об этом, а вдруг вот к нему такая вот... Я даже не знаю, как вас назвать. Ну, прелестница садится. У вас такие интересные татуировки. Спортивные руки. Я занимался настольным теннисом 2 месяца. И, наверное, просто вот у меня организм так откликается, я вот приобрел такую форму. Крутая татушка. Спасибо. Спасибо. Более чем. Я просто как-то хотела такую же сделать. Прям такую же? Прям такую же. В интернете картинку находила. Да. Ну вот видите, интернет в этом плане губителен для тех, кто хочет сделать что-то оригинальное. Влюбляется в картинку, делает ее, а она может быть не только у одного человека. Да, думаю, сейчас было бы очень весело. Сейчас было бы очень весело. Если бы мы ехали с одинаковыми тату. Это была бы прям судьба. Я доеду там до перекрестка и развернусь, хорошо? Может быть, мы куда-нибудь завернем? Так вам же метро нужно? Я потом прогуляюсь. Милая девушка, я боюсь, что все-таки я останусь непоколебим. Что ж такое-то сегодня? Непоколебим? Непоколебим, да. Останусь непоколебимым, да. Вот как-то так. Да. Мне очень хочется вас покобелить. Покобелить? Понимаете? Дело в том, что я случайно вспомнила, мне кажется, я забыла деньги. Начинается.
Это не очень хорошо. Да это же прекрасно на самом деле. Почему? Ну, я думаю, настольные игры, спорт, все такое. То есть это прям такой редкий случай, когда вы предлагаете свое общество в обмен на деньги. Это как-то очень необычно, я бы сказал, в кавычках. Подождите, я денег не беру. В обмен на какие деньги? Ну, вы же сказали, что у вас деньги, у вас поездка за наличные. Вы сказали, что вы забыли деньги, но предлагаете там какие-то настольные игры. Я поэтому так и прикинул в голове, что, может быть, вы хотите обменять настольные игры на деньги, да, правильно? Или я неправильно понял просто? Настольные игры, да, я готова выиграть вас пару раз в настольные игры. Готовы выиграть меня пару раз в настольные игры? Да. Это очень интересно, конечно. Спасибо за предложение. Но все-таки... Но ситуации же не изменить, то есть по факту у вас нет выбора. Выбор всегда есть, как говорил один герой одного известного фильма. Ну, не буду продолжать, что он там конкретно говорил, но это на самом деле очень плохо. Может быть, вы все-таки как-то вспомните, может быть, у вас там какая-то заначка есть или еще что-то. Может быть, у вас Сбербанк онлайн есть. Я принимаю Сбербанк онлайн. Есть Сбербанк онлайн у вас или нет? У меня сел заряд на телефоне. Я могу вам дать зарядить. У меня есть зарядки. Представляете, какие? У меня не работает гнездо. Мне нужно прочистить свое гнездо. У вас не работает гнездо, и вам надо прочистить свое гнездо? Думаю, да. Это... Я такое слышу в первый раз. И очень хочется верить, что все-таки в последний. Заряд не пропускает, да, телефон там? Потому что, как бы, это, конечно... Ну, я могу так сказать, это, конечно, не сумма века. Сколько там у нас получается? 194 рубля. Это, конечно, не сумма века, но все-таки, вы поймите, мы таксисты и работаем исключительно за деньги. Хоть у вас офигенная футболка и у вас офигенные мячики на футболке, но все-таки, я думаю, четкий надо... принт, да? Принт вообще четкий. Я бы сказал, он прямо вот... В тему, прямо в тему, да. Просто вот такие футболки надо всем раздавать девушкам, которые будут здесь находиться в городе на время проведения чемпионата. Я думаю, что нужно вот это сделать. Мы приехали. Да, возможно, спасибо. Мне придет второй заказ, и все-таки давайте мы как-то с деньгами что-то порешаем, потому что, ну, как-то все-таки это не очень круто получается. Ну, раз все так грустно, ну давайте я вам скину на номер телефона, может быть. У меня был пример очень нехороший, когда обещали это сделать и не сделали. И сейчас, к сожалению, доверие к пассажирам... Как, вы мне не доверяете? Я вам... Вы нам не... Вы... Подождите. Все заблокировано. Вы нам не доверяете? Мы совсем нисколько. Смотрите, у меня есть три варианта. Если мы все-таки не решим вопрос с деньгами, у меня есть три варианта. Первый вариант это, значит, вы моете мне машину. В купальнике. В купальнике, да. Я сниму это на видео и оставлю себе на память. Второй вариант. Я думаю, ваша супруга этого не поймет. Да, поэтому он не очень хороший. Второй вариант это, скажем, вы... Мою вас. Моете меня. Я готова помыть вас. В купальнике можно без? В купальнике можно без, да. Я забыл все остальные варианты. Но еще есть вариант с полицией, но мне будет стыдно ехать в полицию и говорить, что мне, вот вы мне не заверяете, то есть я блокирую двери, мы едем в полицию, я говорю, вот девушка не заплатила мне 194 рубля. Я думаю, что там, глядя, посмотрят на нас, на меня, на вас, как бы на ситуацию, будут долго ржать и угорать, и как бы скажут, ну, ребята,
это не передача «Спокойной ночи, малыши», как бы идите и решите этот вопрос сами, да. А в итоге... Мне нравится этот вариант, потому что по дороге всегда можно договориться. По дороге всегда можно договориться. Я просто даже не знаю, что вам теперь уже сказать, но буду настаивать, наверное, все-таки на том, чтобы мы как-то решили вопрос, наверное, все-таки с финансовой стороны. Ну вот, может быть, у вас все-таки найдется для меня 194 рубля, возможно. Потому что я, конечно, уже начинаю нервничать, потому что мне надо работать, а вы меня не отпускаете. Хотя мне очень сложно с вами ссориться, потому что вы очень милая девушка, но все-таки... Откровенно говоря, мне не очень хочется с вами прощаться. Я не говорила о том, что мне хочется вас куда-то отпускать. Наоборот, я бы вас заняла на длительное время. А вас не смущает, что я женат, сказал, да, что у меня дети? Меня нет, не смущает? Да. Девочки, для того, чтобы лучше понимать мужчин, иногда нужно делать то же, что и они.